Глава 14. В шутливом взгляде юноши сквозило абсолютное спокойствие всезнающего мудреца. Да и голос, несмотря на юношеский тон, звучал немного ниже, чем у сверстников, чем весьма привлекал внимание собеседника. Сэлянь оправил полы одежд, с серьезным видом выпрямился, поразмыслил немного и задал вопрос. Собиратель цветов под кровавым дождем. Это прозвище рисует весьма поразительные картины. Уважаемый друг, можешь ли ты поведать мне о его происхождении? Дабы выразить уважение к юноше, Сэлянь все-таки не стал называть его дружком, как было принято обращаться к детям. Юноша небрежно сел, оперевшись локтем о согнутое колено, поправил рукава дзянсю и безразличным тоном ответил. Ничего особенного в его происхождении нет. Хуачен всего лишь однажды разворошил гнездо одного демона, залив всю его гору кровавым дождем. Уже уходя, он заметил у края дороги цветок и заслонил его зонтом, чтобы нежные лепестки не побило каплями крови. Сэлянь, представив эту картину, словно на его ощутил запах крови в воздухе, но вместе с тем и невыразимо связанное с этим событием утонченное изящество. Затем, вспомнив легенду о демоне в красном, сжигающем 33 храма богов, с улыбкой спросил. Этот Хуачен постоянно ввязывается в драки, где бы ни находился. Юноша ответил, вовсе не постоянно, по настроению. Сэлянь спросил еще, каким человеком он был в миру. Юноша ответил, наверняка не очень-то приятным. Сэлянь не унимался, как он выглядит. После этого вопроса юноша поднял взгляд на принца, склонил голову на бок, поднялся, подошел к Сэляню, уселся рядом и вместо ответа задал тот же вопрос. А как, на твой взгляд, он должен выглядеть? Вблизи юноша казался еще более очаровательным, к тому же его очарование обладало скрытой долей агрессии, словно меч, покинувший ножны, настолько ослепительный, что никто не осмеливался взглянуть на него в упор. Встретившись с ним взглядом всего на мгновение, Сэлянь все же не смог устоять. Слегка повернув голову в сторону, он ответил. Раз уж это великий князь демонов, думается мне, у него в запасе имеется множество образов, которые он может менять на свое усмотрение. Увидев, что Сэлянь отвернулся, юноша вскинул бровь и произнес. Но ведь порой он принимает настоящий облик. Мы, разумеется, говорим о его истинном обличии. Возможно, это было лишь ложное ощущение, но Сэляню показалось, что расстояние между ними как будто увеличилось, поэтому принц решил вновь повернуться к юноше лицом и произнес. В таком случае я склонен думать, что в истинном обличии он, возможно, похож на такого юношу, как ты. Услышав его слова, юноша слегка приподнял уголки губ, с чего ты так решил. Сэлянь ответил, ни с чего, ты ведь просто так спросил, а я просто так ответил. Все происходит без причины, вот и все. Юноша громко рассмеялся и заметил. Ну а что если это не так? Кстати, он ведь слеп на один глаз. Указав на свой правый глаз, он уточнил. Вот этот. Подобное предположение вовсе не являлось редкостью. Сэлянь раньше уже слышал о нем в нескольких версиях легенды о Хуачине. Демон носил на правом глазу черную повязку, закрывающую потерянный глаз. Принц спросил, так ты, вероятно, знаешь, что стало с его глазом? Юноша ответил, ага, на этот вопрос очень многие желают получить ответ. Другие любопытствующие, по какой причине Хуачен потерял глаз, в действительности желали узнать, в чем его слабое место. Сэлянь же спрашивал потому, что просто хотел знать, вот и все. Принц не успел сказать ни слова, как юноша уже ответил. Он сам вырвал себе глаз. Сэлянь так и застыл с вопросом. Почему? Юноша ответил. Впал в безумство. Обезумел до такой степени, что вырвал собственный глаз. Интерес Сэляня к этому князю демонов в красном, собирателю цветов под кровавым дождем, становился все сильнее. Он, разумеется, догадывался, что истинная причина была намного сложнее, чем просто безумие, однако раз уж собеседник дал подобный ответ, вероятно, он и сам не знает подробностей дела. Сэлянь продолжал спрашивать, есть ли у Хуачена слабое место. Принц вовсе не ожидал ответа на свой вопрос, просто спросил по ходу беседы. Ведь если бы слабое место Хуачена можно было узнать столь легко, он бы не был Хуаченом.
К его удивлению, юноша ответил, совершенно не задумываясь. Прах. Тот, кто заполучил прах демона, получал и полный контроль над ним. Ну а в том случае, если демон не подчинялся, прах можно было уничтожить, тем самым уничтожив душу и тело демона, то была общеизвестная истина. Однако применима к Хуачину она не имела столь огромного значения. Поэтому Сэлянь с улыбкой произнес: «Боюсь, что в мире нет героя, способного заполучить его прах. Подобную слабость и слабостью-то назвать нельзя». Юноша возразил: «Вовсе не обязательно. В определенных обстоятельствах демон может отдать прах по собственной инициативе». Сэлянь переспросил: «Например, как в тот раз, когда он заключил соглашение с 33 небожителями и поставил на карту свой прах». Юноша насмешливо заметил: «Да разве он мог?» Он не договорил до конца, но Сэлянь услышал в его тоне, скорее всего, юноша был уверен, что Хуачен не мог проиграть. Затем юноша продолжил: «В мире демонов существует обычай. Если демон остановит на ком-нибудь свой выбор, тогда он может доверить свой прах в руки этого человека». В действительности для демона это означало вручить кому-то другому свою жизнь. Настолько глубокое чувство доверия могло означать лишь искреннюю привязанность. Сэлянь с интересом в голосе произнес: «Неужели и в мире демонов существует обычай, связанный с такими искренними и открытыми чувствами?» На что юноша ответил: «Существует, но пока ни один не решился его исполнить». Сэлянь предполагал нечто подобное. На этом свете не только демоны могли обманывать людей, но и людской род водил демонов за нос. Наверняка, случалось, что люди использовали доверчивых демонов в своих целях и не раз предавали их. Принц заметил: если кто-то, ослепленный чувствами, вот так отдает всего себя, а в итоге его прах развивают по ветру и впрямь печальный исход. Однако юноша, вопреки словам Сэляня, рассмеялся. Чего страшиться? Если бы это был я, то спокойно отдал бы прах, захочет этот человек уничтожить его или же просто поиграть, пересыпая в ладонях, какая мне разница? Сэлянь так и расплылся в улыбке, а затем внезапно вспомнил, что он все еще не узнал имени собеседника, даром, что проговорил с ним уже так долго. «Уважаемый друг, как я могу тебя называть?» Юноша приставил руку к колбу, прикрывая глаза от красных, словно вино, предзакатных лучей, и зажмурился, будто не слишком любил солнечный свет. Затем произнес: «Меня. В семье я третий по счету, так что все зовут меня Сань Лан». Юноша не сказал ему своего имени, и Сэлянь не стал спрашивать, вместо этого представился сам. «Мой фамильный знак. Имя состоит из одного иероглифа Лянь. Позволь узнать, не направляешься ли ты в деревушку водных каштанов, как и я?» Сань Лан откинулся назад, оперевшись о соломенный сток, закинул руки за голову, а ноги положил одна на другую. «Не знаю, я иду, куда глаза глядят». Расслышав в его словах скрытую причину, Сэлянь спросил: «Что-то произошло?» Сань Лан кивнул и произнес, растягивая слова: «Поругался с домашними, меня и выгнали. Я уже давно скитаюсь, пойти мне некуда. Сегодня от голода я свалился на дороге без сознания, так что пришлось найти место, чтобы передохнуть». Одет юноша был довольно небрежно, но при этом одеяния его явно были сделаны из материала высшего качества, прибавить к этому изысканную манеру общения, а также ежедневное безделье и еще некоторые мелочи, и все стало ясно. Сэлянь давно догадался, что юноша являлся молодым господином из богатой и знатной семьи, который всего лишь сбежал из дома в поисках развлечений. Но если юноша, с детства привыкший к роскоши, так надолго покинул дом в одиночку, в пути ему наверняка пришлось испытать немало невзгод. Об этом Сэлянь, как никто другой, имел глубочайшие представления. Услышав, что юноша голоден, принц порылся в дорожном узелке и вынул маньтоу, про себя возрадовавшись, что она еще не засохла, и спросил юношу: «Будешь?» Тот кивнул, и Сэлянь протянул маньтоу ему. Сань Лан, глядя на него, спросил: «У тебя больше нет?» Сэлянь ответил: «Ничего страшного, я не очень голоден». Тогда Сань Лан отвел от себя его руку с маньтоу. «Я тоже пока держусь». Сэлиню пришлось взять маньтоу и разломить ее пополам, затем протянуть юноше одну часть со словами: «Тогда половину тебе, половину мне».
Лишь после этого Сань Лан согласился принять еду, сел рядом с принцем и принялся жевать. Сидящий рядом и поедающий маньтоу юноша выглядел немного иршистым, так что Сэлиню все время казалось, будто он чем-то обидел паренька. Телега неторопливо тащилась по склонам и подъемам горной тропы, солнце постепенно зашло за западный край неба, а они все продолжали свою беседу. И чем дольше они говорили, тем более странным Сэлиню казался этот юноша. Он был совсем молод, но при этом и в манерах, и в словах чувствовалось легкое пренебрежение и вольготность, словно не было ни на земле, ни на небесах ничего такого, чего он бы не знал и что могло бы его смутить. Потому Сэлиню казалось, что юноша слишком многое понимает и умен не по годам. И все же иногда в его поведении проскальзывали нотки юношеского интереса. Когда принц заявил, что является главой монастыря водных каштанов, юноша сразу же спросил. «Монастырь водных каштанов. Звучит, словно в нем можно до отвала наесться водных каштанов. Мне нравится, кому в нем поклоняются». Вновь услышав вопрос, от которого голова становилась тяжелой, Сэлянь кашлянул и ответил. «Наследному принцу Синьле, ты, наверное, о нем и не слышал». Юноша мимолетно улыбнулся, но так и не успел ничего сказать, когда телега внезапно подскочила. Оба пассажира вместе с ней покачнулись, и Сэлянь, беспокоясь, что юноша может свалиться с телеги, резким движением протянул руку, чтобы поддержать его. Однако, к удивлению принца, стоило ему дотронуться до Сань Лана, тот резко отбросил его руку в сторону, словно обжегшись оба что-то ужасно горячее. И хотя выражение лица паренька лишь немного изменилось, Сэлянь почувствовал это, и подумал, неужели я, в самом деле, настолько противен ему. Но ведь всю дорогу они беседовали с таким весельем, однако сейчас было не время размышлять об этом. Сэлянь поднялся и крикнул хозяину телеги. «Что случилось?» Старик, погоняющий корову, спросил. Я и сам не понял, в чем дело. «Рыжая старушка, что же ты остановилась?» «Ну же, пошла». Солнце уже опустилось за гору, наступили сумерки, а поскольку телега ехала через горный лесок, вокруг не осталось ни единого источника света. Старая рыжая корова встала как вкопанная, изо всех сил упираясь и не желая идти дальше, как бы ни подгонял ее старик, животное то и дело мычало, глядя себе под ноги, и мотало хвостом, словно плеткой. Сэлиню происходящее показалось странным, он как раз собирался спрыгнуть с телеги, как вдруг старик, указывая пальцем вперед, громко завопил. Впереди на горной тропе показался целый рой зеленых огней, они тускло моргали, качаясь то в одну сторону, то в другую. К путникам медленно приближалась толпа людей в белых одеждах, которые держали в руках свои головы. При виде незваных гостей Сэлянь вскрикнул. «Щит!»